Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу вам предложить такую модель для мальчика, выполненную в двух цветах. Основной цвет белый, на котором вкрапины разного цвета, и темно-синий. Темно-синий дополняет подошву, подошвой шнурком, верхним краем язычка, кантом и вот таким хлястиком. Чтобы немножко оживить модель, я еще приделала вот такую пуговку. Вот такая пинетка у меня получилась. Если вам понравилась такая модель, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. А я начинаю. Высота пинетки полностью от начала до окончания подошвы 6 сантиметров. Глубина мысика 3 сантиметра. Ширина мысика 4,5. Подошва начинается не с самого начала, а немножко маленький рубчик. Я сделаю немножко отступления. Это будет 9,5. Для работы мне понадобятся нитки двух цветов. Будем говорить, для дизайна я взяла нитки темно-синий цвет. Для основной модели взяла вот нитки вот такого интересного цвета. Посмотрите, они через интервал, полосочки разного цвета. Также мне понадобится крючок. Я буду вязать основное вязание крючком номер 2. Для того, чтобы спрятать остатки ниток, я использую крючок меньшего размера. Ножницы, 2 маркера, 2 иглы. Одна игла тонкая, для того, чтобы пришить пуговичку, и игла потолще, с широким ушком, для того, чтобы вот всего лишь навсего пришить вот эту часть. Пуговица, как я уже сказала, очень маленькая. Я ее пришила методом лепесток, люверсы, чтобы украсить пинетку. Мне понадобится на каждую пинетку 8 штук. Как я уже сказала, для того, чтобы закрепить, мне нужны вот такие щипцы. И еще я взяла подручный материал. Это такая уплотненная клееночка, прокладочка между стельками. Она очень эластичная. Итак, я приступаю. Вязание пинетки я начинаю с подошвы. Подошву я уже связала. Связана крючком номер 2. Состоит из 17 воздушных петель. По диаметру составляет 72 петли. Как я уже сказала, длина подошвы уже в законченном виде составляет 9,5 сантиметров. У меня на канале есть вязание такой подошвы. Вот так я делаю, как слоеный пирог. Я буду начинать сначала с одной подошвы. Буду вязать маленький бортик. Этот бортик я буду вязать уже меланжевой нитью, для того, чтобы вот именно только подошва была синего цвета. Я разворачиваю подошву изнаночной стороной на себя. Завожу крючок вот таким образом и в рядом стоящую поперечную петлю. Беру нить и буду уже вязать нитью другого цвета. Вывожу ее, эту петлю, закрепляю. И вот во вторую петлю, которую я вводила, я ввожу вновь крючок и по такой же технологии вывожу петлю наружу и провязываю. Это очень просто и смотрится очень оригинально. Если вы пропустили петлю, это легко заметить, то вот с этой стороны, видите, здесь стежок за стежком, они друг за другом. Если вы пропустите, вот здесь сразу будет видно, что петля будет удлиненная. Так мне нужно провязать до конца, не обрезая нить. Мы повстречаемся тогда, когда будет вот здесь вот последняя петля. Итак, мини-бортик почти готов. Вот я не довязала одну петлю. Последняя петля. И вот за вот эту первую, за полную петлю, петля подъема. Из этой же петли я начинаю вязать столбиками без накида. Теперь я приступила к вязанию бортика. Бортик у меня будет состоять, не считая вот этот укороченный бортик, мне нужно высоту провязать 6 рядов, 5 рядов без изменения. В 6-м ряду я буду убавлять центральные 4 петли. Мы повстречаемся тогда, когда будет связан бортик из 5 рядов столбиками без накида. Итак, я провязала 5 рядов в высоту, и 6-й ряд я буду формировать немножко по-другому, для того, чтобы убавить 4 петли вот именно между маркерами. Я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Только 20 петель, которые я вот тут вот отметила. До маркеров
до вот этой петли, которая под маркерами, я буду вязать столбиками без накида, без изменений. После того, как маркер сниму, вот тут я буду делать убавление. Я довязала до маркера, вот это была последняя петля. Снимаю маркер, провязываю вот эту петлю под маркером и теперь начинаю убавлять переднюю долю первую петлю и подхватываю вторую петлю рядом стоящую, провязываю вместе и провязываю столбик без накида. Теперь мне нужно сделать интервал в 4 петли. 1, 2, 3, 4. Также за переднюю долю первую петлю, вторую петлю провязываю вместе столбиками без накида. Также интервал в 4 петли. 1, 2, 3, 4. Повторяю процедуру вновь. 1 и 2 за передние доли, столбик без накида, пробег 4 петли, интервал 1, 2, 3, 4. И осталось последние 2 петли перед маркером. 1 и 2. Одной петлей столбик без накида. Уже получилось закругление. Угол уже не 90 градусов. Пока нам маркер не нужен, я его снимаю и провязываю до конца без изменений. Я почти до конца довязала этот ряд. Вот у меня осталась последняя петля. Разворачиваю вязание на себя. И вот из первой петли, которую мы начинали, ввожу крючок с изнаночной стороны, подхватываю вот эту вытянутую петлю и ввожу ее на изнаночную сторону. Отрезаю ее и формирую вот эту петлю. Вот у меня половинка петли это есть. В эту же последнюю петлю ввожу крючок с изнаночной стороны и формирую полноценную петлю. Беру крючочком другого размера, более меньшего, и немножко прихватываю, наметываю эту петелечку, чтобы она у меня не распустилась. Вот, бортик у меня готов. Теперь я буду приступать к вязанию мыса передней части пинетки. Я разметила маркером центральные 32 петли. Эти 32 петли будут у меня для вывязывания мыса, увеличения его и плюс продолжение пинетки в высоту. Важно, чтобы маркеры были равно удалены друг от друга, они были параллельно друг другу. В работе будут сейчас участвовать центральные 8. Это значит от 32 петель отнять 8, это будет 24. 24 поделить на 2, это будет 12. С 13 петли я начну вязать центральные 8 петель. Итак, я начинаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот с этой 13 петли я начну вязать первые и центральные 8 петель. Закрепляю петлю и из этой же петли начинаю формировать петлю. 1, 2, 7 и 8. Для того, чтобы быть уверенной, я всегда считаю с другой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Я ровно на середине. Провязав 8 петель столбиками без накида, продолжаю вязать дальше. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Так как у меня теперь будут постоянно в работе провязываться 2 петли, что с этой стороны, что с этой стороны, а по боковинкам у нас четное количество петель, значит у нас всегда должно оставаться четное количество петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель. Первую петлю перекрываю ниткой, а со второй петли я начинаю вязать. 2, 3, 8, 9. Появилась новая петля. Теперь у меня уже 9 петель. С лицевой стороны завожу крючок, подхватываю петлю. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля.
Разворачиваю вязание на лицевую сторону и начинаю вязать со второй петли. Вот первую петлю пропускаю, а со второй начинаю вязать. 1, 2, 9 и 10. У меня уже в работе прибавилось еще 2 петли, и сейчас уже 10 петель. Мне нужно прибавить до 16 петель. Это значит, мне нужно прибавить еще 6 петель. Мы повстречаемся тогда, когда 6 петель будут провязаны еще. И центральных будет 16 петель. Я провязала 16 центральных петель, и у меня с каждой стороны осталось 4 петли. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так как у меня 16 петель уже набраны, я буду вязать только в длину, не прибавляя, чтобы осталось ровно 16 петель. И плюс я буду вязать не за полную петлю, не беря вот таким образом, а только за заднюю часть петли. Все точно так же. Соединительная петля, ее можно сделать уже тугой, она в работе участвовать не будет. Она только играет роль подъема для ряда. И вторая соединительная петля. Точно так же за заднюю долю. Разворачиваю вязание. И теперь, так как мне не надо прибавлять, я буду пропускать 2 петли. Первую петлю я перекрываю нитью. Вот это вторая. И вот с третьей петли я начинаю вязать. 1, 2, 15 и последняя 16. Мы нисколько не прибавили. С этой стороны точно так же. Забираю только заднюю долю, заднюю часть петли. 1 и 2. Разворачиваю вязание и точно так же начинаю вязание с третьей петли. 1, 2, 3 и так далее. Должно остаться по-прежнему 16 петель. С каждой стороны осталось по 2 петли. Эти петли вы провяжете самостоятельно и встретимся, когда все петли будут провязаны. Итак, я довязала до маркеров с двух сторон, у меня нет больше петель. Теперь я буду продолжать вязание язычка. С одной стороны я прибавлю одну петлю и с другой. После окончания вязания у меня должно быть 18 столбиков без накида. 3, 4, 17 и 18. Вяжу петлю. Петля подъема. Маркеры я снимаю, они нам больше не понадобятся. Разворачиваю вязание и начинаю вывязывать язычок. Я буду вывязывать язычок и буду считать от начала вязания мысика. У меня должно быть в высоту 24 ряда. После того, как я свяжу 20 рядов, я делаю убавление. Это значит, в каждом ряду я убавляю по 2 петли. Всего я должна убавить 4 петли. Значит, после 24 ряда должно остаться 14 петель. Это несложно. Мы повстречаемся тогда, когда полностью язычок будет связан. Я связала 24 ряда в высоту. В предпоследних рядах убавила с каждой стороны по одной петле. Окончательный ряд получился из 14 петель. Нитки не обрезаю. Я сделала петлю, протягиваю через всю пинетку и делаю узел. В самую первую петлю, с которой мы начинали вязать, я делаю протяжку, оттягиваю хорошо, как я могу, вот на всю силу, и начинаю обвязывать язычок. Это делается очень просто. Одновременно ввязываю хвостик. Вот, теперь я дошла до верха. Верх я буду обвязывать соединительными петлями, не затягивая. Если боковинки я обвязывала столбиками без накида, то самый верх пинетки я обвязываю соединительными петлями. Вот так. Боковинка, столбики без накида, вверх соединительные петли. Я довяжу до конца и обрежу нить. Итак, язычок светлым цветом готов, но у меня еще есть вот такая темно-синяя полосочка. Чтобы закончить с передней частью, я доделаю до конца язычок. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и начинаю вязание от самой первой петли. Где будут сложности, можно будет в помощь брать крючок меньшего размера. Беру я только за 1 долю петли.
Петля подъема, разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Я по-прежнему убавляю. Так мне нужно связать 4 ряда. Вот первый ряд готов, вот этот второй ряд и еще 2 ряда. Точно так же в изнаночном ряду я убавлю 2 петли. И потом обвяжу. Я обвяжу до конца, полностью обработаю соединительными петлями и покажу вам результат. Ну вот, язычок почти готов, мне осталось только провести вот эту декоративную полосочку. Делается тоже очень просто, я делаю с изнаночной стороны соединительными петлями. Вот так разворачиваю. Здесь это уже относится, естественно, к дизайну. Вы можете язычок сделать полностью одним тоном, поэтому это уже чисто ваша фантазия, так как вы желаете. Делается это очень быстро. Обрезаю нить. И вот эту нить вывожу вот сюда, с изнаночной стороны. Позже я спрячу хвостики. Вот, пожалуйста, язычок готов. Теперь, чтобы он нам не мешал, язычок заверну вовнутрь и начну вязать заднюю часть пинетки. Начинается сначала с укороченных рядов. Первый ряд начинаю не сначала, а с 7 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот с этой петли я начну вязать. Петли я не считаю. Я ориентируюсь, чтобы у меня 6 петель осталось, чтобы 7 петля была последняя. Первую петлю закрепляю и со второй петли начинаю вязать столбиками без накида. Хвостик сразу ввязываю в вязание. Так, теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мне еще осталось 1, 2, 3, 4. 4 петли. 1, 2, 3. Проверяю еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это 7. И 7 петля соединительная. Вытягиваю петлю, протягиваю пинетку и делаю узелок. Вот этот хвостик можно отрезать. Теперь делаю свободную нить и делаю протяжку. Первая, вторая, с третьей петли начинаю вязать по изнаночному ряду. Первая петля закрепляющая, следующая петля столбик без накида. Первый укороченный ряд был по лицевой стороне, второй укороченный ряд по изнаночной, для того, чтобы не испортить рисунок. Так, я уже на второй стороне. Смотрим, сколько. 1, 2. Вот это третья петля соединительная. Вытягиваю нить, обрезаю. Сразу ее прячу, чтобы мне было удобнее ее ввязать в вязание. Укороченный ряд первый и укороченный ряд второй. Вот они идут ступенечками, плавными ступеньками. Вот сейчас это очень хорошо видно. Вот это все вяжется, и когда полотно будет выше, его абсолютно не будет видно вот этого выступа. Если немножко подтягивать, да, пяточка немножечко повыше передней части вот этой. В настоящей обуви делается точно так же. Пятка немножко завышается. Итак, 2 укороченных ряда готовы. Теперь я начинаю вязать вот с тех петель, которые я оставила при вязании мыса. У меня их должно с каждой стороны быть 4. 1, 2, 3, 4. Я начинаю вязание со второй. Первую петлю пока я пропускаю. Первая петля — это закрепляющая петля. И из этой же петли вывязываю вторую петлю, уже полноценную. Вторая полупетля и третья полупетля. Теперь я буду за полную петлю вязать заднюю часть. И вот я дохожу до первого укороченного ряда. Так как это была первая закрепляющая петля, я буду брать эту петлю, буду провязывать столбиком без накида вот как раз с вот этого первого ряда. Теперь поднимаюсь наверх. Теперь начинаю забирать петли, которые уже в укороченном ряду.
Точно так же здесь. Это второй укороченный ряд с предыдущего ряда и поднимаюсь наверх. Вот этот плавный переход хорошо виден. Здесь уже 2 ряда, а здесь только первый ряд. Все это сгладится, все это будет очень красиво смотреться. Вот этой ступеньки и вот этого плавного подъема не будет видно. Итак, я довяжу до конца, до предпоследней петли. И со следующего ряда я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. Мы повстречаемся тогда, когда будет связано 2 ряда в высоту. За это время вы должны убавить с каждой стороны по одной петле. Итак, я провязала 2 ряда в высоту, и в 3-м ряду я буду убавлять на пятки 1 петлю. Я складываю пинетку вот таким образом, и вот здесь убавляю 1 петлю. Я довязываю до середины столбиками без накида. Довязала почти до середины. Вот я убавила классическим способом, но можно и пропустить петлю. Здесь абсолютно роли не играет. Я продолжаю дальше вязать до конца. И в каждом изнаночном ряду буду убавлять с каждой стороны по 1 петле. Мне нужно провязать, не считая укороченного ряда, 1, 2, 3, 4, 5, 10 рядов. 3-й ряд уже почти закончен, значит, это надо еще, если посчитать его полностью, это надо провязать еще 7 рядов в высоту. Не забывать с каждой стороны убавлять по 1 петле в изнаночном ряду, для того, чтобы был вот этот скос, чтобы мы повстречаемся тогда, когда будет 10 рядов в высоту связаны. Итак, 10 рядов в высоту связаны. Вот посмотрите, здесь уже тоже виден скос, так как мы убрали 1 петлю. Я вытянула петлю, делаю узел, затягиваю петлю. Вот это первая петля, которая была у нас свободная. И вот с этой стороны последняя петля. Вот теперь они вступают в работу. Я делаю протяжку, натягиваю, как я могу, вот на ту величину, чтобы не затягивало вязание. И начинаю обвязывать пинетку в круговую. Так вот я провязываю в круговую до конца, не обрезая нить. Мы повстречаемся тогда, когда здесь останется предпоследняя петля. Довязала до конца этот ряд. У меня остаются 2 последних петли. Вот это предпоследняя. Вытягиваю немножко ее подлиннее, разворачиваю вязание на изнаночную сторону и подбираю вот эту последнюю петелечку. И закрепляю. Теперь в рядом стоящую петлю столбик без накида, 2 воздушные петли, 1 петлю пропускаю, 2 столбика без накида. Так я буду чередовать до конца. Мне нужно сформировать 4 дырочки. 1, 2, 2 воздушные петли, 1 петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 1 петлю пропускаю, 2 воздушные петли, петлю пропускаю и получается в следующую петлю формирую последнюю петельку. Так мне нужно провязать верх пинетки и сформировать петельки с другой стороны. Итак, я дойду до конца, сформирую здесь петли, нить не обрезать, и покажу вам следующий ряд. Итак, я до конца довязала этот ряд, с другой стороны сформировала петельки, также вытянула петлю, в самую первую, которую мы оставляли петлю, ввожу крючок, подтягиваю эту петлю, закрепляю ее и начинаю обвязывать мою пинетку, укреплять дырочки, петельки для шнурка. 1 петля, столбик без накида, в арочку, так как мы делали 2 воздушные петли, 2 столбика без накида, в промежутке между дырочками 2 столбика без накида, в арочку 2 столбика без накида и так далее. Просто обвязываю те воздушные петли, укрепляю для того, чтобы они в процессе носки не растянулись.
Вот эта последняя петля, видите, она как раз находится на самой высоте и не забегает на вот эту сторону, на высоту пинетки. Я обвяжу до конца и обрежу нить. Больше этими нитками я вязать не буду. Ну вот, петельки сформированы с двух сторон. И я их буду еще раз укреплять. Но укреплять буду я уже не петли, а край вязания, чтобы он вот так в процессе носки не растягивался. Я буду обвязывать соединительными петлями. Прям по краю, вот от этого начала. Вот так пробегая и до конца. Вот, посмотрите, она растянулась на максимальную величину петли, вот которую я сформировала. И больше они растягиваться не будут. Итак, мне осталось довязать до конца, и кант будет готов. Итак, пинетка обвязана. Теперь мне нужно сформировать вот этот хлястик. Я посчитала, вот у меня вот эти вот петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь точно так же 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я наметила уже и буду провязывать соединительными петлями синего цвета, так как хлястик синего цвета, планочку, от которой я буду начинать вязать. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, мне нужно всего лишь 5 соединительных петель. Вот этот хлястик у меня состоит из 5 петель. Высота хлястика 10 рядов в высоту. После того, как я заканчиваю 10 рядов, я оставляю нить для того, чтобы пришить. Обрезаю нить, вывожу ее наизнанку. Вот у меня 2 нитки. Сгибаю свою пинетку, голенище. Первая петля. В эту же петлю ввожу еще раз, так как это закрепительная петля. Два. 3. Связала 5 петель столбиками без накида для подъема, разворачиваю вязание и 10 рядов в высоту. Здесь уже никаких сложностей нету. Вот. Так мне нужно связать 10 рядов в высоту. Итак, хлястик готов. Мне осталось провести стежочки основным цветом. Это делается очень просто. И соединительными петлями буду делать с изнаночной стороны, для того, чтобы получились симпатичные стежки. Вот первая полоска готова. Мне остается сделать вторую, пришить хлястик и пуговицу. Можно пришить пуговицу позже. Итак, я оформлю хлястик и покажу вам результат. Итак, хлястик готов. Я пришила пуговку, соединила его с кантом, этот хлястик. Теперь мне осталось вставить люверсы и сформировать подошву. Люверсы у меня металлические, как я уже говорила. Шнурок у меня уже готов. Теперь я буду вставлять люверсы. Стараюсь, чтобы металлическая часть, вот эта, была полностью освобождена от ниток. Беру щипцы, вставляю. Готово. Делается это очень просто. Последний раз я купила хорошие щипцы, очень качественные. Вот. Вот одна сторона уже готова. Я сделаю вторую сторону, и мы приступим к вывязыванию подошвы. Ну вот, вот и наступил заключительный этап вывязывания моего ботиночка. Я беру, прикладываю вторую подошву, ориентируюсь примерно, где это центр, и начинаю собирать петля в петлю. Вот таким образом. У меня подошва одного цвета. Вот уже появляется подошва намного толще, потому что она двойная. Видите, уже и синий цвет толще. Итак, я провязала.
но не до конца. Я оставила расстояние для того, чтобы вставить вот эту стелечку. Аккуратненько вставляю, чтобы она не помялась. Вот, расправляю ее со всех сторон и продолжаю обвязывать, не торопясь. Еще небольшое усилие, подошва будет готова. Подошва готова. Надо ее хорошо расправить и закрепить. В самой середине я делаю несколько стежков. От этой точки вот до этой точки. Итак, осталось последнее завершающее действие. И пинетка будет готова. Теперь надо вывести это наружу и закрепить их, спрятать. Вот таким образом. Вот так мне осталось прошить, вставить шнурок, и пинетки готовы. Я покажу вам готовый результат, когда полностью пара будет готова. Ну вот, пинетки готовы. Подошва связана, прошита, вставлены шнурки, пришиты пуговки. Великолепно смотрится. Если вам понравилось, я буду очень рада. Я желаю вам легких петелек, великолепной пряжи. Оставайтесь здоровыми. Радуйтесь тому, что вы сделали, то, что вы смогли сами произвести. До следующей встречи.